Здравствуйте! В данном видео мы поговорим о том, почему иностранцу могут запретить въезжать на территорию Беларуси. Буквально каждую неделю в наше адвокатское бюро обращаются иностранцы, которые не могут въехать на территорию Беларуси по причине получения запрета на въезд. В целом, для информации, по данным МВД Беларуси, в список иностранцев, въезд которым запрещен, на сегодняшний день включено более 1 миллиона человек. Когда и как узнать о запрете на въезд? Часто иностранцы узнают о том, что им запрещен въезд только по прилету или приезду в Беларусь на границе и не подозревают о причинах этого запрета. Исходя из нашего опыта и практики, сейчас я разберу основные причины наложения запрета на въезд. Первая и самая очевидная причина для наложения такого запрета, если иностранец был выслан или депортирован из Беларуси. Этот вопрос мы уже разбирали в одном из наших видео. В данном случае срок запрета въезда в Беларусь устанавливается с учетом тех обстоятельств и нарушений, которые и стали основанием для депортации или высылки. То есть, чем серьезнее нарушение иностранца, тем дольше ему будет запрещено въезжать в Беларусь. Для успешного снятия запрета на въезд важны сведения, которые характеризуют личность иностранца. То есть, нарушал ли он раньше закон, есть ли у него родственники в Беларуси или недвижимость, как долго он живет в Беларуси и так далее. Следующей причиной наложения запрета можно назвать неуплату штрафов в Беларуси. Иностранцу может быть отказано во въезде, если он совершил правонарушение, его обязали оплатить штраф, а иностранец этого не сделал и уехал из Беларуси. Но часто иностранцы совершают правонарушения и даже не знают об этом. Например, превышают скорость движения на автомобиле, и это фиксируют радары. В данном случае снять запрет на въезд можно после оплаты штрафа. Но с 1 июля этого года, если иностранцам не оплачен штраф, один раз ему разрешат въехать в Беларусь, уведомив о необходимости оплаты штрафа. И в дальнейшем, если он этого не сделает, то въехать в Беларусь он уже не сможет. Его развернут на границе. Еще одна причина для запрета въезда – это превышение лимита дней нахождения на территории Беларуси. По общему правилу, иностранец может находиться в Беларуси не более 90 суток в одном календарном году. Но здесь есть исключения. Это иностранцы, которые получили разрешение на временное или постоянное проживание, а также иностранцы, с государствами которых действует международное соглашение, которое позволяет находиться в Беларуси более длительный срок. Например, Украина и Израиль, граждане этих государств, имеют право находиться 90 дней в полгода на территории Беларуси. Снять запрет на въезд можно будет по истечении календарного года, когда начнется новый период для исчисления этих 90 дней. Еще одной частой причиной запрета на въезд в Беларусь можно назвать нарушение безвизового режима. В Беларуси есть возможность прилететь без визы через национальный аэропорт Минск на 30 дней. Но не все иностранцы знают, что нарушают правила безвизового пребывания, если вылетают рейсами в Российскую Федерацию. Эти рейсы считаются внутренними, и на них иностранцы не проходят пограничный контроль, а следовательно все еще числятся находящимися на территории Беларуси. Ну и как отдельной причиной для запрета въезда в Беларусь можно назвать соглашение между Беларусью и Россией. То есть, если запрет был наложен госорганами России, то в Беларусь иностранцу тоже будет запрещен въезд. В данном случае проблему нужно пытаться сразу решить в России и только после этого пытаться снять запрет в Беларуси. Наши адвокаты имеют большой положительный опыт в снятии запрета на въезд в Республику Беларусь. Но успех в разрешении данного вопроса зависит от причин наложения запрета на въезд, а также возможности обосновать необходимость пребывания иностранцев в Беларуси. Например, ведение бизнеса, наличие у
иностранца, жилой или коммерческой недвижимости, проживание семьи или близких родственников в Беларуси сыграет положительную роль для снятия запрета. Если вы столкнулись с этой проблемой, мы будем рады вам помочь. До встречи в новых видео.